Готовлю маринованные шампиньоны, нежные, хрустящие, с маринованным хрустящим лучком и легким ароматом чеснока. У меня полкилограмма некрупных шампиньонов. Крупные можно порезать. Грибы промыла, дала стечь в воде, отправляю в кастрюльку и доливаю пол-литра воды. И на полкилограмма шампиньонов добавляю пол-столовой ложки соли. От закипания варю минуты 2-3. Затем сливаю через дуршлаг и промываю горячей кипяченой водой. Смываю пену, которая образовалась во время кипения. Беру среднюю луковицу, приблизительно с ладошку, и нарезаю четверть кольцами. Нарезаю как можно тоньше. Тогда маринованный лук не будет жестким. Отправляю тонко нарезанный лук в миску и заливаю 100 мл 6% винного уксуса. Лучше белого. Яблочный уксус мне в этом рецепте не очень нравится. Можно использовать и 9% столовый уксус. Тогда разбавить его на 1/3. А вы на канале готовим с вами вместе. Лук перемешала с уксусом. И теперь нарезаю несколько зубочков чеснока, штук 5-7. И готовлю маринад. Половина столовой ложки сахара, половина столовой ложки соли, щедрая щепотка молотого кориандра. Если не любите, можно не добавлять. Гвоздики штуки 3, около десятка горошин черного перца, 3 или 5 лавровых листа и штук 5-7 горошин душистого перца. Все это заливаю пол-литра воды. Маринад закипел, и в него добавляю подготовленные грибы. Кипячу в маринаде минуты 2-3, снимаю с огня. И тогда добавляю подготовленный чеснок и подготовленный репчатый лук с уксусом. Все перемешиваю. Даю остыть в кастрюльке прямо на столе. Готовила поздно вечером и хотела утром переложить в литровую стеклянную банку. Но оказалось, муж ночью съел почти половину грибов. Решил попробовать, какие они будут с жареной картошкой. Еле остановился. Осталась всего пол-литровая баночка. Сказал, что очень понравились. Перекладываю остатки в пол-литровую банку, убираю лавровые листики, чтобы потом не горчили, и обязательно заливаю маринадом. Такие грибы очень хорошо хранятся в холодильнике. Чем дольше стоят, тем становятся вкуснее. Но и свежеприготовленные, остывшие, тоже очень вкусные. Можно сразу подавать на праздничный стол. Спасибо за просмотр, спасибо за комментарии, лайки, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!